Итак, у нас была уже песня, был артхаусный клип, иллюстрации за $65, неудавшаяся статья в Википедии, но нет ничего лучше старого, доброго и краткого обзора в шуточной форме. Ведь так? Ведь так? Седьмую главу Желтого Императора я уже вкратце обговорил в своем видео про солнечные термины, советую посмотреть. Вообще в этой главе читателя начинают путать цифрами и астрономией, так что начинаешь задаваться вопросом, а не попутал ли я книгу? В особенности придаю значение цифрам 6 и 9. 69. 69? Вообще у китайцев бзик на цифре 6. Например, их лиу-лиу-лиу, она созвучна с иероглифом лиу, что означает круто. А также очень часто пишут лиу-лиу-лиу-лиу в чатах, что означает типа смех. Не имеет ничего общего с сатанизмом и цифрой зверя в европейской культуре. Также есть забавный момент, когда Цибо не выдерживает вопросов постоянных императора и посылает его, мол, иди книжку почитай, меня особо не мучай. Но также Цибо не перестает ублажать самооценку императора, восхищаться всей его мудростью, величием, тонкостью его вопросов. Большой интерес у меня вызвал конец главы, где говорится про биение пульса. Ускоренный пульс шейной артерии проявляется на меридиане малого ян, шаоян, тройного обогревателя и желчного пузыря. В принципе, в этом есть смысл, так как для лечения гипертонии, например, часто используют меридиан желчного пузыря. При ускорении пульса в 2 раза проявление уже есть в большом янском меридиане тайян, мочевого пузыря и тонкого кишечника. Да, мочевой пузырь – это самый длинный меридиан, поэтому точки на нем подходят практически к любой болезни. Но увеличение пульса вдвое – это уже около 120 ударов в минуту, что довольно опасно для здоровья. Проблема здесь не кончается. Если пульс в 3 раза быстрее, предположим 180 ударов в минуту, проявление происходит на меридианах Ян-Мин, желудок и толстый кишечник. Возможно, поэтому самые известные точки, помогающие от гипертонии, это Чучжи и Рэньин. Одна находится на меридиане толстого кишечника, а другая находится на меридиане желудка. Если же больше, чем в 3 раза, то тут уже точно смерть. Если же пульс меряют на лучевой стороне руки, то проблема в Чуэин меридианах перикарда и печени. Если в 2 раза, то малый инь шаоин, сердце и почки. В 3 раза, то это в большом инь тайин, легкие и селезенка. Почему используются точки легких и селезенки, я до сих пор не знаю, и мне трудно это понять. Почему же отличается измерение пульса на шейной артерии лучевое? Явно, что пульс шейной артерии означает диагностику яньской энергии, так как шея находится наверху. Из-за анатомической особенности там пульс чувствуется сильнее, а пульс лучевой артерии это иньской. Сразу скажу в следующей главе, тут очень много диагностики, и скорее всего я сделаю несколько коротких видео про них позже. Есть, однако, один забавный момент, что черный цвет кожи у китайца считается нормальным, если в нем есть глянец, как у пера ворона. В этом еще одно отличие китайцев – их внимательность к наличию жизни в человеке. Когда я изучал языковую диагностику, в первом отделе большое внимание придавалось тому, дряхлый у человека языка или же полон жизни. Казалось бы, какая кому разница? Это ведь очевидные вещи. Вы лучше скажите мне, что означает цвета у языка или налет на языке. Но нет, наличие жизни и глянца, как видно, издавна значимо для китайского народа. Однако не имеет значения, у китайца глаза красные, желтые или даже черные. Главное, чтобы у него цвет кожи всегда был желтый. Значит, все нормально, значит, он азиат, значит, он жив.